Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, как можно выкорчевать и перенести в новое место уже взрослые деревья, в частности яблоню. У нас есть яблоня, вот она. Ей же порядка 4 лет, она хорошо укоренилась, выросли большие ветки, и она в принципе уже года 3 плодоносит у нас, хорошие. Яблоки сыпятся, но возникла проблема в том, что рядом находящееся дерево, черешня, разрослась и своими ветками уже уперлась в яблоньку. И расти она еще будет дальше, поэтому яблоня постоянно под тенью, потому что ее давит черешня, закрывая солнце своими листьями. А с другой стороны находится груша, которая тоже очень скоро вырастет и совсем задавит яблоню. Поэтому не будем ждать, пока яблоня еще больше вырастет, а постараемся ее пересадить на новое место с минимальными потерями, чтобы она в следующем году еще порадовала своим урожаем. Небольшим, но все-таки своим. Для того, чтобы ее хорошо, правильно выкорчевать, пересадить, нам понадобится ножовка с мелким зубом, секатор садовый и обычные перчатки для защиты рук, чтобы не повредить их пилой или сучками. Для этого сначала нам необходимо будет обрезать верхнюю часть кроны. Она очень высокая, поэтому мы будем вести на другой участок на машине. Поэтому необходимо по максимуму удалить все лишние веточки, которые не влезут в машину. И после этого уже приступим к обкапыванию кроны дерева. Сейчас на улице уже декабрь, конечно, тепло еще. Видно, что деревья уже обсыпались, но травка еще зеленая. Это самое оптимальное время для того, чтобы пересадить дерево, потому что оно находится в спячке, листья свои сбросило, и пересадка меньше всего ей повредит. Для начала возьмем пилу и обрежем самые большие ветки. Которые нам будут мешать. Желательно делать срез без заусениц, чтобы не было дополнительной инфекции. Также боковые веточки обрежем на уровне верхней почки, чтобы она уходила наружу. Вот так получилось у нас. Желательно по максимуму оставлять количество веток. Также необходимо удалить молодые жировики, паростки, которые находятся в нижней части дерева и растут внутрь. Это делается при всех видах обрезок. С помощью секатора необходимо удалить мелкие веточки, которые при транспортировке поломают. Оставляем минимум веток для того, чтобы оно хорошо укоренилось и не тянули дополнительные соки эти оставшиеся веточки, которые будут у нас.
данном этапе дерево готово для того, чтобы начать обкапывание корней и приступить к ее пересаживанию. Теперь, взяв лопату штыковую, приступаем к обкапыванию по кругу вокруг кроны дерева земли. Для этого необходимо отступить сантиметров 80-70, в зависимости от размера дерева, и копать. Сначала провести разметку и затем приступить к копанию примерно на 2 штыка лопаты. Начнем работу. Прокопав на 1,5 штыка лопаты, видно, что здесь есть мелкие корешки, которые желательно оставить неповрежденными, а также крупные корни, которые необходимо обрубить лопатой или топором и по внутренней, чтобы можно было дальше углубляться. Корни необходимо вырубать топором, если не получается лопатой. На глубине 2 штыков лопаты зимуют дождевые черви, выползки, скрутившись калачик. Теперь будем знать, где они находятся. Существует 2 способа пересадки больших деревьев. Это с комом и без кома. С комом можно пересаживать деревья, если вот хорошее транспортное средство и подъемный механизм, который сможет достать этот ком земли. Но в нашем случае и легковая машина не вместит большой ком и нет больших сил, чтобы поднять ком земли. Поэтому будем использовать бескомьевый способ пересадки дерева. Мы уже обкопали здесь по периметру дерева. Корни лишние обрубали, которые были уходящие в сторону и мешали нам его выдернуть. В принципе, глубина залегания основных корней находится в пределах 50 сантиметров, 50-70 сантиметров. Это расстояние мы уже обкопали. Теперь необходимо попробовать расшатать дерево и положить его на одну из сторон. Расшатывать начинаем с одной из сторон. Необходимо аккуратно извлечь дерево, чтобы повредить меньше мелких корешков. Чем больше их останется, тем больше шансов, что дерево хорошо приживется. И вот корни у нас в руках. Возьмем тачку и оттранспортируем дерево к машине. При транспортировке желательно, чтобы эти корешки не повредились и земля, которая находится между мелкими корешками, не высыпалась. Теперь яму нужно закопать, которая образовалась при выкорчевывании нашего дерева. Для этого берем лопату и начинаем забрасывать. Желательно, чтобы верхний слой земли был сверху, нижний снизу, чтобы не испортить ее по дороге. В таком состоянии перевозим в багажнике дерево на новое место. Ну вот мы на новом месте, приехали благополучно. Теперь наша задача правильно посадить это дерево, чтобы оно давало хороший урожай и хорошо укоренилось. Для этого нам понадобится 2 ведра хорошего перепревшего навоза коровьего. Оно уже как пух, то есть уже корни не обожжет. Понадобится лопата и желание посадить дерево. В заранее определенном месте делаем такую же самую яму, как была на прошлом месте, немножечко меньше. Глубиной тоже 2 штыка лопаты. И после этого землю, которую мы достанем, смешиваем с перепревшим навозом.
до того состояния, чтобы он был равномерно распределен по всей толщине. После этого необходимо опустить дерево в яму и засыпать образовавшимся соляным раствором. Приступим к работе. Ну вот яма выкопана, глина здесь на дне очень много, земля плохая, поэтому необходимо ее хорошо удобрить. Важное правило при высадке дерева: верхние слои земли, которые наиболее плодородные, опускать на низ, до корня дерева, а верхнюю глинистую часть, которая у нас видно, необходимо наверх высыпать, потому что там она не будет поглощаться корнями растения. Теперь удобряем равномерно землю. Сверху будет земля глинистая, но тоже мы ее удобрим, чтобы хотя бы как-то компенсировать нехватку полезных веществ. Водой, чтобы окончательно удалить пузырьки воздуха в корневой системе. Если вода проливается мимо, то необходимо сделать бортик для того, чтобы она не уходила. 2 ведра вполне хватит для того, чтобы земля хорошо промочилась в корневой системе. После того, как вода впитается, необходимо будет еще раз сверху сделать подсыпку и в летнее время поливать желательно раз в 10 дней, чтобы корни восстановились после того, как мы их травмировали. И это дерево будет уже давать первый урожай следующим летом, а через 2 года догонит тот размер, который оно было до момента выкорчевывания. Вы посмотрели видео о том, как пересадить взрослое дерево, в частности яблоню. Все очень просто и сердито, если стараться и делать все с головой. Вы были на канале Дело мастера боится. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!